Всем привет! У меня сегодня путешествие из Красноярска в Дивногорск. Покажу вам Дивногорск, город Дивных гор на берегу Енисея. Расскажу историю города от основания монастыря в 1888 году через строительство Красноярской ГЭС до наших дней. Посетим дендрарий, созданный монахами. Прогуляемся по городу и набережной с видом на Дивные горы. А еще расскажу легенды о затопленной колокольне и спрятанных сокровищах. Погнали! Ребят, это железнодорожный вокзал города Красноярска. Я уже вышел к перронам. В общем, первый поезд в Красноярск прибыл 6 декабря 1895 года из Томска. И это стало официальным открытием вокзала. В 1961 году было построено новое здание, так как старое уже не вмещало, не справлялось с пассажиропотоком большим. И в 2003 году была проведена масштабная реконструкция. Я же отправляюсь в город Дивногорск на электричке. Хочу вам показать сам город, или Дивные горы, как его еще называют. Дальше вы поймете, откуда такое название. Билет я уже купил, стоимость у меня составила 40 рублей. Время в пути 1 час 3 минуты. Саму же железную дорогу до Дивногорска построили в 1963 году для подвоза материалов к месту строительства гидроэлектростанции. Про нее тоже расскажу вам чуть-чуть попозже. На перронах никого нет. Подошел состав. А электричка, по-моему, за ним. Нужно спуститься будет вот через подземный переход. И попаду как раз-таки к электричке. В той стороне, видите, уже горы просматриваются. В той стороне у нас как раз-таки столбы, заповедник. Вот так выглядит вокзал. Не стал снимать вам со стороны привокзальной площади, потому что там идет реконструкция площади. Плюс строительство метрополитена. Про метрополитен Красноярский я вам уже рассказывал видео про город Красноярск, поэтому посмотрите, кто не смотрел. Все, я тогда сейчас спускаюсь под землю и иду на свой перрон к электричке. На улице ветер поднялся, когда собирался сюда, ну, имею в виду в Дивногорск ехать. Тишь была, благодать. Сюда же приехал, ветрище. Надеюсь, в Дивногорске будет поспокойней. Друзья, посмотрите, какая красота. Я уже в городе Дивногорск. Ближе подойду потом к Енисею и посмотрим оттуда. Это моя электричка, 4 вагона, железнодорожная станция города. А сам город был основан в 1956 году и расположен на правом берегу реки Енисей, в 15 километрах от Красноярска. Население города 27 тысяч человек. И Дивногорск, знаете, это такой популярное место отдыха красноярцев, жителей, туристов, особенно горнолыжного, любителей горнолыжного спорта. Город построен террасами и как бы спускается вниз к Енисею вот с той горы. Кстати, пока ехал, проезжал очень много красивых мест. Понятно, летом все это будет смотреться совсем по-другому. Проезжал еще село Овсянка, которое было основано в 1671 году. И в Овсянке родился и жил писатель Виктор Петрович Астафьев. Многие вы его знаете, наверное. Красноярцы уж точно знают. Ну и кому интересно узнать больше о Второй мировой войне, почитайте его произведения. В них он рассказывает правду о тех событиях от первого лица. После прочтения, я думаю, многие из вас переосмыслят все о войне и о тех, кто отдавал и отдает приказы.
Но мы с вами движемся дальше. Сам город Дивногорск мне знаком. Я здесь бывал неоднократно. Зеленый, чистый. Даже видите по снегу, какой белый снег. Прям белоснежный. Сосны растут. Причем вот эти сосны, парки расположены по всему городу. К реке мы спустимся с вами дальше. Я сейчас пойду как бы в начало, на въезд в город из Красноярска, со стороны Красноярска. Хочу начать оттуда. И потом вдоль Енисея пойдем как раз таки к смотровым площадкам. Прогуляемся там. Снег настолько белый, что глаза режет. После Красноярска, такого мрачного, серого, зимнего Красноярска, Дивногорск, конечно, кажется более светлым, даже зимой ярким таким. Единственный момент, здесь нет пешеходных дорожек. Возможно, они все заметены, и я иду прямо по дороге. Либо мне нужно было спуститься туда, к Енисею, и идти там. Но уже пойду здесь, раз уж пошел. Дома, видите, пятиэтажные, хотя здесь и девятиэтажки. Вон они стоят. Ладно, туда мы еще вернемся, когда будем идти как раз-таки с вами вдоль Енисея. А, собственно, куда я иду? Хочу показать вам место, где с 1188 года началась современная, наверное, история города Дивногорска. Как бы на въезде в город был основан мужской монастырь. Со временем вокруг него вырос поселок Скит, где работали кирпичный, свечной заводы, также различные мастерские. В 1920 году монастырь закрыли, и от монастыря до наших дней сохранился только один деревянный дом. Вот к нему я иду. И сейчас в нем находятся художественные мастерские. Вот так выглядят дворы дивногорские. Много снега, пятиэтажки и ветер. Очень сильный ветер. Вид, конечно, красивый. Но зимой здесь, конечно, очень холодно. В плане том, что Енисей, и так холодно ветер. Еще и Енисей холодный. Летом, конечно, красота. Очень-очень красиво. Вообще в Дивногорск советую приезжать вам на автомобиле. Потому что по пути сюда можно подняться на смотровую площадку, где рыба, царь-рыба, памятник расположен. Как раз таки Астафьев писал книгу про царя-рыбу. И там есть памятник. И отличная, конечно, смотровая площадка. Плюс приехали в город, бросили машину, погуляли по набережной. И можно также на автомобиле прокатиться дальше к ГЭС. Там также есть смотровая площадка. Пешком, конечно, здесь не походишь особо. Я имею в виду, очень далеко от того места, где я сейчас нахожусь, находится ГЭС. Дошел вот до такой стелы Дивногорье. Спорт-отель, торговый порт, Красноярская ГЭС, царь-рыба, про которую я только что рассказал. И здесь еще есть дендрарий, сибирский дендрарий. Так, дендросад в районе Старого Скита. А вот, кстати, вход в дендрарий. Сам Старый Скит. Мне нужно пройти чуть дальше. Давайте сначала тогда до Старого Скита, а потом уже сюда вернусь. О, какой ветер. Прям как буря, как будто бы начинается. Видите, особо дорожек нет. Вот что люди натоптали, вот так я и иду. Сам Дивногорск, вот он въезд, начинается здесь. Да, ветрище. Друзья, вот так раньше выглядела церковь. И вот сохранившийся дом. В общем, давайте расскажу историю дальше. Сначала, тут монастырь, конечно, был. Сначала в бывшем монастыре устроили детский дом, потом трудовой лагерь для сирот. Позже здесь уже разместился лесхоз. И где-то в 1950-х годах, когда начали строить Красноярскую ГЭС, поселок Скит стал временным жильем для строителей
И уже в 1957 году поселок переименовали в город Дивногорск. Так, табличка. В этом доме с 1971 по 1993 жил и работал член Союза художников СССР Шепелевич. Вот по факту все, что осталось от монастыря. Здесь вообще никто не ходит, кроме меня. Ну, понятно, да? Я же вам стараюсь показать всегда что-то новое, необычное. Ребят, дальше не пойду, тут просто я провалюсь. В общем, там вот рассказывается история про знаменский мужской скит. Стоит крест. И вот дом из бруса, который остался стоять до наших дней. Вот так все это выглядит. Табличка «Набережная, причал». Все, я тогда выхожу. И как раз таки вот за этим забором начинается дендрарий. Сибирский дендрарий. Пойдемте посмотрим, что там произрастает. Ну и расскажу, что там растет. Ну и вообще посмотрим, что это за место. На входе в дендрарий висит табличка «Памятник природы краевого значения. Дендросад в районе Старого Скита». И график работы. Хорошо, что все открыто. Ага, вот, смотрите, уже рябина обыкновенная. Листочков, конечно, не видать. Зима на улице, холодно. В общем, вот этот дендрарий имеет статус памятника природы с 1981 года. На территории растут орех маньчжурский, алтайское пробковое дерево, пихта, сосна, кедр, сирень, клен, рябина, липа. Ну и сотворили все это чудо послушники монастыря. Карта. Тоже, видите, табличка есть. Ну, не табличка, а указывает нам, что действует 1981 года. И под номерами, что здесь произрастает. Даже роза есть. Да, роза, смотрите, растет. Как зимой в Сибири она выживает. Беседка, павильон. Вижу, он работник там очищает. Здесь, конечно, не почищено. Давайте вот сюда пройду. Яблоня лесная, дикая. Потом, вот роза майская, кстати. Она, скорее всего, где-то под снегом. Ягодки висят, рябины, скорее всего. Сирень обыкновенная. А давайте здесь сейчас пройдемся, посмотрим. Роза, смотрите, какая красивая, металлическая. Это павильон. Добрая зима для птичек, видите. Сделали кормушки, но почему-то они здесь лежат. Может быть, сюда птицы прилетают. Им бы, конечно, висеть где-то вот там, в лесочке. Даже конфетки кто-то положил. Вот такая роза. Памятный знак роза основателю первого в Сибири Розария. А, вот, наверное, он, кстати, и розы в Сибири посадил, да, и выращивал. Да. Вот внизу написано, что Розарий многие годы давал городу по 20 тысяч роз 20 разных сортов за сезон, с мая по октябрь. Круто. Караганда древовидная. Ну, наверное, вот это из караганда. Тополь черный. Конечно, надо сюда приходить летом. Но я же не могу быть в Красноярске, не показать вам дивные горы. Поэтому в любом случае, зима не зима, путешествовать надо. Здесь почему-то очень холодно. Давайте вот сюда еще дойдем и пойдем уже на набережную. Общие правила поведения, виды интродуцентов. Да, летом надо здесь гулять. Дорожки сейчас, видите, не почищены еще. Скорее всего, так и туда.
можно совершить прогулку. Липа амурская. Деревья голые. Ну, сюда я не пойду, видите, все в снегу. Еще давайте вот сюда сейчас заглянем. Ой, здесь тоже снег. Давайте уж пройду, пообщаюсь с женщиной, спрошу, кто она и что она тут делает. Ель европейская. Здравствуйте. Решил зимой прогулять и снять видео. Да. Не, я на канал YouTube. Просто для себя. Для себя. Да. Ну и для зрителей канала. А вы здесь работаете, да? Да. Ну летом, наверное, здесь вообще замечательно. Хорошо. Я прям... И зимой тоже И зимой... красиво. Ну зимой красиво, просто не везде пройдешь, все заметено еще как бы. Ну, не успели Не, все убрать. конечно, конечно. Я понимаю, Оно снег, убираешь, а ветер. здесь оно и метет сразу. Да, да, снег, ветер. Багира, успокойся. Ты что ругаешься? А вы прям здесь живете, да, или как? Да? Чё себе, у вас вообще здесь, как говорится, курорт. Там река, здесь лес, шикарная погода. Я как сторож. И сторож, и уборщик, и контролер, да? Здесь еще А, еще есть? есть дворник еще. Понял. А я думал, вы... Для себя. Кости размять, да? Хоть чем-то заняться. Летом здесь красиво, мы цветов. А розы, кстати, растут здесь до сих пор? Ну, такого количества, как это было при... Ну, там, до 90-х годов там, да, вот. Уже нету, да? Нет. Тогда Понял. же были теплицы большие, Мгм. здесь вот эти детские были, все. А, вот здесь, где металлическая, да, ограда посередине. Фу, Здесь ничего был- себе, провалился. Осторожно, здесь же. Там глубина. Да. Понятно. Здесь и тепло подходило, и освещение, и вода. Сейчас ничего нет, все забросили. А вы как живете там? Отапливаете сами? Печку? А, нагреваете? 3 часа. Ладно. Понял. Ладно. Хорошего дня вам. Спасибо. Да не за что. Гуляйте. Дышите. Да, свежий воздух это точно. Липа сердцевидная. Какая высокая. Но на самом деле для меня сейчас все деревья похожи друг на друга. Вот человек здесь живет, работает. Ну, вы заметили, какой белый снег после Красноярска? Это прям реально белый снег. Немного покажу вам город, как выглядит. Поднимаюсь по террасам, как бы вверх, на гору. Видите, здесь такая полоса идет, лесная прям реально лесная. Знаю, что здесь белочки водятся. Летом люди гуляют прямо здесь между соснами. И вот идет улица вот так, Комсомольская. Позади меня осталась дорога и железнодорожный вокзал. Сейчас поднимусь повыше, покажу там, как все выглядит. Ну, в принципе, там идет дорога и жилые дома. Вижу даже деревянный, да, деревянный дом. В общем, гулять здесь есть где жителям. Очень много мест. Метет. Вот она, настоящая Сибирь. Снежная, холодная. Февраль, еще и ветреная. Все прочувствовал. Вот он, наверное, первый дом Комсомольска, может даже последний. И там идет наверх уже улица. И как бы Дивногорск в ту сторону заканчивается. Ну, я имею в виду, где Комсомольская. Домов там больше нет. И, ребят, я нашел минус города в том, что, как я сказал, он идет каскадом, и постоянно надо подниматься наверх. То есть те, кто проживает внизу, чтобы подняться наверх, там до той же самой автостанции или еще куда-нибудь, нужно постоянно подниматься наверх. В общем, людям пожилого возраста, наверное, здесь не очень комфортно в этом плане. Вот видите, лестницы идут. Я оттуда все поднимался. Сейчас нужно повернуть мне где-то направо. Не здесь, дальше, значит. И будут там еще лестницы. Вверх. И город прямо идет
очень высоко. Не знаю, сколько он там метров над уровнем моря, но нужно подниматься вверх. Горы у меня по левую руку. Сейчас покажу вам все эти лестницы. Вот о чем я вам говорил. Видите, лестница вверх, вверх, вверх. Нужно постоянно подниматься наверх. Хорошая зарядка, конечно. Пока молодой, наверное. И вот где-то вот там наверху расположены горнолыжные склоны. Также гостиница. И в той же стороне наверху находится автовокзал. Назад в Красноярск я вернусь на автобусе, потому что электричка там в 4 часа, а на съемку мне нужно 2-3 часа, и как бы просто так торчать на вокзале не хочется. Поэтому вернусь на автобусе. И это я еще не поднялся до конца. Нужно вон до того белого автомобиля. Тут многоэтажки стоят. Горы. И белый снег. Снег, снег, снег. Есть, видите, и деревянные дома. Кажется, это деревянный дом, просто облицован. Стройка идет. И ничего не чищено. Ну, мне все равно. Вроде как надо подниматься выше. Ребят, почти поднялся до наивысшей точки города. Поднимался вот по этой лестнице. Вот так выглядит все это дело. Это памятник Андрею Ефимовичу Бочкину. Это гидростроитель. Он также строил Красноярскую ГЭС. Автовокзал находится где-то в той стороне. Я уже туда сейчас не пойду. Спускаюсь туда вниз, и мы с вами пройдем вдоль Енисея, вдоль гор по набережной. Вот услышали мои просьбы. Иду назад сейчас к набережной. И трактор, видите, впереди меня ездит, чистит для меня дорогу. Сила телевидения, как говорится. Вы посмотрите, это реально очень красиво. Наверное, не швейцарские горы, но, тем не менее, не хуже это точно. Вы сейчас еще удивитесь и увидите, когда я вам покажу прям все это сблизи. Ну и летом, соответственно, тоже красота здесь вообще. Еще можно на ту сторону пройти. Это уже как раз-таки через ГЭС, там мост есть. Переезжаешь, и вдоль Енисея, вот вдоль вот этих гор можно прогуляться. Вот, с Новым годом, с Рождеством. А сейчас уже месяц февраль, середина месяца. Ну что, ребят, как вам такая красота? Набережная города Дивногорска, дивные горы, река Енисей. Извиняюсь только за ветер, очень сильный ветер. И позади меня вот так все это выглядит. Как я и сказал ранее, после мрачного Красноярска глаза прям радуются. Обязательно посмотрите видео про Красноярск, которое вышло недавно. Так, я иду дальше тогда. Сейчас дойду до Смотровой. Там тоже посмотрим на эту красоту. В общем, видите, такая набережная, фонарики стоят по левую сторону. Также идут спортивные тренажеры, улица, дома. Вид вот с этих окон, наверное, у жителей. Надоел, скорее всего, им уже. Но, тем не менее, вид красивый. И вот если я пойду сейчас вдоль Енисея, как раз таки по вот этой дорожке туда, в ту сторону, куда показываю камерой, там находится Красноярская гидроэлектростанция. Она является второй по мощности после Саяно-Шушенской ГЭС. И даже всех электростанций, которые находятся в России. А на момент завершения строительства Красноярская ГЭС вообще являлась самой мощной в СССР и крупнейшей в Европе. Даже не в Европе, наверное, в мире. Да, в мире. Ну, изображение Красноярской ГЭС вы могли видеть на 10-рублевой купюре. Именно
которая была образца 97 года. Недалеко от Красноярска находится водохранилище, которое красноярцы называют Красноярским морем. Я тоже там неоднократно бывал, купался. Летом там катамараны, лодки, по-моему, даже парусники ходят. В общем, хорошее место для отдыха. Слушайте, ну прям реально очень красиво, и ветер поутих. Гулять, конечно, здесь классно, приятно. Давайте, ребят, продолжу рассказ про Красноярское море. В общем, для его образования были затоплены многие поселения. Существует даже легенда, что когда затапливали, над одной колокольней стоял такой дикий гул, ну и звон колоколов. И после затопления эти колокола под водой звонили еще 3 дня. Помните, я вам показывал видео из города Калязин и затопленную колокольню? Получается, что ей еще даже повезло, потому что она полностью стоит над водой. Ну, не полностью, конечно, большая ее часть. Наверное, процентов 90. Ну и очень красиво смотрится на реке. Кто не посмотрел видео про Калязин, тоже обязательно посмотрите. Колокольня заслуживает, я думаю, вашего внимания. Я уже добрался вот до такого парка. Я здесь был последний раз, наверное, если не соврать, лет 7 назад. Вот этого, конечно, всего не было. Стояли, по-моему, скамейки вот эти, ну не более того. Вот этих елочек что-то я уже не помню. Возможно, и были. Просто здесь все так облагородили. Стало очень красиво. Ледяные фигуры остались после Нового года. Там вижу беседки. Конечно, можно спуститься прямо к набережной, туда, к реке. Ну, сейчас, понятно, я этого делать не буду из-за снега. Надпись «Дивный». Горы. Фонарики. Кафе поставили. Его точно здесь не было. В общем, все облагородили. Молодцы. Ох, а здесь ветер-то какой. Сейчас пройду еще вот туда. Покажу, как там все выглядит. Ребят, самое время поставить лайк. Я думаю, вот эти виды этого заслуживают однозначно. Посмотрите, прям скала. Хочу пройти вот туда еще, там посмотреть. Да, место открытое, поэтому ветрище. Надеюсь, меня хорошо слышно. Себя уж не показываю, потому что я думаю, вот этот вид более интересный. Вы меня и так часто видите. У меня же есть еще одна легенда. А давайте-ка я, да, сначала сюда дойду, потом пройдусь вот там по набережной. Ух ты! Как задувает! Очень сильно задувает. В общем, вот такой вид. И вот в той стороне у нас находится Красноярская ГЭС. Пойдемте сейчас вот туда. Вот
Там по дорожке пройдусь и расскажу еще одну историю, еще одну легенду. Хотя вот здесь пойду. Здесь вроде почищено. В общем, легенду вам расскажу из 18 века. В те времена Россия активно расширялась на восток, и через Красноярский край проходил один из маршрутов Великого Сибирского тракта, который соединял Москву с Дальним Востоком. И вот так однажды, в июле 1763 года, обоз с ценными грузами направлялся в Китай. И неожиданно он исчез в районе Устья-Базаиха. Одни говорили, что обоз был разграблен бандитами, другие утверждали, что его захватили местные племена. Слушайте, ну я прям реально не могу оторвать глаз. Надо где-нибудь присесть еще, поснимать. В общем, была организована экспедиция для расследования этого инцидента. Ну и спустя несколько недель поисков следователи ничего не смогли найти. Люди гуляют. Ух ты. Прям задувает. Понемногу начинаю замерзать. В общем, следователи нашли только обломки повозок, следы битвы, но ценного груза обнаружено не было. Ну и считается, что сокровища были спрятаны в одной из многочисленных пещер в этой области. А пещер здесь, поверьте, очень много. Те же самые красноярские столбы, вот горы. В общем, их здесь очень много. Вот такая легенда. Вот такая прогулка зимняя, морозная, из дивных гор. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, я греться. Всем пока.